Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить классику. Это настоящий венский штрудель. Я считаю, что это просто шедевр австрийской кухни. Наверное, каждого из вас, если спросить, какая самая известная выпечка с яблоками, все ответят, что это яблочный штрудель. Очень многие уверены, когда видят сам процесс приготовления вытяжного теста для штруделя, что они не смогут его повторить. Друзья, на самом деле это все очень просто. Сегодня я покажу рецепт и уверена, что он получится у всех. Такое вытяжное тесто готовится очень быстро и легко. Растягивается оно буквально за 5 минут. Если вы не попробуете, вы никогда не узнаете, получится оно у вас или нет. Поэтому надо обязательно попробовать. Очень здорово подать штрудель с шариком ванильного мороженого. Очень много начинки. Посмотрите, какие замечательные вкусные яблоки, корица, изюм и тончайшее тесто. Несколько слоев. Оно получается вот такое, слоеное. От такого штруделя никто не сможет отказаться. Это настоящий кусочек Вены у вас дома. Для приготовления теста мне понадобится 350 граммов муки, 150 миллилитров теплой воды, примерно 38-40 градусов, одно крупное яйцо, вес яйца без скорлупы 60 граммов, 30 граммов растительного масла без ярко выраженного запаха. Я использую оливковое рафинированное, можно использовать любое. Пол чайной ложки соли. И также довольно секретный ингредиент, который добавляют в такое тесто. Это уксус. 1 чайная ложка. Я использую яблочный уксус. Именно при добавлении уксуса тесто будет очень эластичным, и во время раскатывания и растягивания оно не будет рваться. Смешаю все жидкие ингредиенты. Добавляю в воду яйцо, уксус, растительное масло и соль. Кстати, соль растворяется в воде, поэтому ее также можно отнести к жидким ингредиентам. Хорошо перемешиваю. В миску просеиваю муку. Вливаю в муку жидкие ингредиенты. Замешу мягкое эластичное тесто. Все собрала в один ком и вымешу тесто на столе. Буду месить его до тех пор, пока оно полностью не перестанет приставать к столу и к рукам. Муку я сюда добавлять уже не буду. Как видите, тесто еще достаточно липкое и прилипает к столу. У вас может возникнуть искушение добавить сюда побольше муки, но я рекомендую это не делать, а немного помесить тесто руками, и оно станет очень гладким и эластичным. Месить тесто надо минут 10, чтобы в нем развилась клейковина. Посмотрите в итоге, какое у меня получилось тесто. Оно невероятно нежное, очень эластичное, не прилипает ни к столу, ни к рукам. Из этого теста я буду готовить 2 штруделя, поэтому я его разделю на 2 равные части при помощи весов. Каждый кусочек у меня получился примерно по 285 граммов. Подкатываю в шар, слегка смажу растительным маслом и каждый кусочек заверну в пищевую пленку. И сейчас тесто я оставляю отдыхать при комнатной температуре минимум на полчаса. А если оно у вас отдохнет и дольше, будет еще лучше. И для начинки мне понадобятся яблоки. Яблоки лучше использовать с кислинкой, тогда штрудель получится более вкусный. У меня здесь вот такие зеленые яблоки, не очищенные, 1 килограмм 750 граммов. После того, как я их очищу и порежу, вес очищенных яблок должен быть примерно 1 килограмм 400 граммов. Также у меня здесь сухарики от белого хлеба 150 граммов, 150 граммов обжаренных грецких орехов. Орехи я измельчила, но не слишком мелко, а именно чтобы были вот такие кусочки, чтобы орехи чувствовались. Также по вкусу добавляем сахар. У меня здесь 225 граммов тростникового сахара. Изюм 150 граммов.
Предварительно изюм я не замачиваю, у меня изюм такой достаточно мягкий. Если вы хотите, изюм, конечно, можно замочить либо в роме, либо можно замочить его в соке, например, апельсиновом. 80 граммов сливочного масла, 35 мл лимонного сока, для того, чтобы не потемнели яблоки. Также буду добавлять цедру 1 лимона, 10 граммов корицы и экстракт ванили, 2 чайные ложки. Можно использовать ванильный сахар. Подготовлю сухарики. Их надо обжарить на сливочном масле, примерно минут 5-7. Добавляю также сюда 2 чайные ложки экстракта ванили. У меня получатся такие очень ароматные сливочно-ванильные сухарики. Обжариваю, все время помешивая. Благодаря сухарикам тесто не будет влажным, так как начинка у нас яблочная, достаточно сочная, и сухари впитают в себя лишнюю влагу. Когда сухарики обжарились, снимаем их со сковородки и даем полностью остыть. Подготовлю яблоки, очищаю их от кожицы. Удаляю у яблок сердцевину. И порежу их средними кусочками. Слишком мелко резать яблоки не надо. Я порезала все яблоки. Поливаю их лимонным соком. Перемешиваю. И теперь добавляю сюда орехи, изюм, сахар, корицу, лимонную цедру и остывшие сухарики. И все хорошо перемешиваю. Начинка полностью готова. И сейчас я ее разделю на 2 равные части, так как я буду готовить 2 штруделя. Я сразу же подготовила противень, на котором буду выпекать штрудель. Длина моего противня 44 сантиметра, поэтому, конечно, мне надо сделать штрудель не длиннее, чем противень. Застелила его силиконовым ковриком, можно также использовать и пергаментную бумагу. Для того, чтобы раскатывать штрудель и потом, чтобы легко его скрутить, понадобится ткань. Тесто будем раскатывать, растягивать на ткани. Для этого лучше всего использовать хлопчатобумажную ткань, либо льняную. Сверху ткань подпыляю мукой. Достаю тесто из пленки. Тесто очень нежное. Когда оно полежало, оно просто вот такое само по себе тянется. Опускаю его в муку. И сначала я его слегка раскатаю скалкой. Причем я оставляю толще середину. Раскатываю чуть больше края. Сейчас руки сверху я подпыляю мукой. И вот таким образом приподнимаю тесто на кулачках. И растягиваю его от центра к краям. Для этого мы и оставляли чуть больше именно середину, чуть толще. И вот так круговыми движениями растягиваю тесто на кулачках. Самое главное, не надо бояться работать с этим тестом. Оно очень податливое и хорошо тянется именно даже под своим весом. Посмотрите, я сейчас его вот так приподнимаю. Под своим весом тесто тянется. Вы должны чувствовать по краям. Тесто получается чуть толще. И сейчас я его раскладываю уже на ткани. И вот эти края буду подтягивать уже, когда тесто у меня лежит, чтобы середина не прорвалась. Можно просто приподнимать и вот такими потряхивающими движениями растягивать. Я сейчас померяю тесто и покажу вам, какое оно у меня получилось. Длина 69 сантиметров и ширина 56 сантиметров. Сейчас можно проверить, как растянули тесто. Есть такой тест.
подкладываются газетные листы или что-то написанное на бумаге. Посмотрите, все вот так здорово просвечивается, все видно. Но если так случилось, что у вас где-то тесто прорвалось, просто его можно вот таким образом склеить. Я вам покажу, вот здесь вот у меня небольшой краешек. Просто вот так вот подклеиваете, друг на друга накладываете тесто и все. Вот здесь вот край теста. Он получается чуть-чуть толще. Аккуратненько ножом вот так его срезаю. В принципе, вот эти боковые края можно даже слишком сильно ничего не обрезать, потому что мы их потом будем отрывать. Сейчас, немного отступив от края, выкладываю начинку. Какая она классная, ароматная. Распределяю, чтобы она была равномерно по всей длине, не доходя до края. Вот этот край теста подтягиваю и закрываю начинку. Теперь беру растопленное сливочное масло и смазываю им вот эту часть теста. Масло придаст слоистость тесту. И сейчас я приподнимаю ткань и начинаю просто мой рулет вот таким образом сворачивать. Если просто так поворачивать это тесто, оно порвется с таким количеством начинки. Также еще промазываю маслом и закрываю штрудель. Вот эти хвостики вот так подтягиваем, перекручиваем, тесто здесь зажимаем и излишек отщипываем. Точно так же действуем и с другой стороны. При помощи ткани штрудель поднимаю и перекладываю его на противень. Можно даже сказать, не перекладываю, а перекатываю. Подправляю. И сейчас точно таким же образом я буду формировать второй рулет. Посмотрите только, какие у меня получились красивые два рулета. Сейчас я их хорошо промазываю сливочным маслом. Отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку, примерно на 35-40 минут. Тесто должно хорошо подрумяниться, стать такого красивого золотисто-коричневого цвета. И пойдет просто потрясающий аромат яблок и корицы. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Друзья, посмотрите только на эту красоту. 35 минут и два вот таких красивых штруделя у меня уже готовы. Как они пахнут! Передать словами это просто нереально. Сверху горячий штрудель смазываем сливочным маслом. Конечно, хочется уже горячим попробовать штрудель, но я рекомендую немного подождать, чтобы он хотя бы чуть-чуть остыл. Тогда его легче будет нарезать, и он будет иметь красивый вид. Сверху штрудель традиционно щедро присыпают сахарной пудрой, так как здесь абсолютно не сладкое тесто. И, конечно, классика жанра – это подать штрудель с шариком ванильного мороженого. Ну что может быть вкуснее? Много яблок в начинке, тонюсенькое тесто и мороженое. Я пробую. Друзья, у нас сегодня настоящий праздник. Такой штрудель. Это вообще королевская выпечка. Какая она вкусная. Здесь и изюм, и орехи, и очень вкусные такие ванильные сливочные сухарики. Вообще сочетание всей этой начинки с этим тонким слоеным тестом невероятное. Друзья, я всем рекомендую приготовить и попробовать. Это действительно несложно, и я уверена, у всех получится. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!